Здравствуйте, Львы! Сегодняшний Таро прогноз, который вы видите, это расклад на первую половину месяца августа, период с 1 по 15 августа для вашего знака зодиака. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, также оставить лайк или сообщение под этим видео. Я буду очень признательна вам за такую вашу активность. Итак, давайте посмотрим, что же вас ожидает в первой половине месяца августа, какие карты вам сегодня выпадут и что интересного произойдет непосредственно у вас, у вашего знака зодиака. Итак, начинаем мы с первой карты. Это карта пятерка жезлов, карта каких-то решительных действий, возможно, необходимости решать ситуацию какую-то проблемную или справляться здесь с сложной задачей, решать какие-то сложные загадки, бороться в конце концов и, столкнувшись с испытаниями, не опускать руки, а преодолевать препятствия. То есть пятерка, она такая достаточно активная карта, может показывать небольшой конфликт или соперничество, в которое вы попадаете, знаете, какие-то мелкие споры или конкуренцию на работе, допустим. Может быть, у вас есть внутренняя борьба, которую вы проводите сами с собой. Пятерка жезлов. Дальше есть тройка жезлов, нацеленность на какие-то большие достижения и горизонты, надежда на лучшее и какой-то оптимизм, даже касающийся будущего, который вы стараетесь рассматривать. Карта страшного суда — это что-то кардинально меняющееся в вашей жизни сейчас, как с ног на голову переворачивающееся. А для кого-то из вас это реальное принятие решения, потому что страшный суд — это суждение, да, это возможность быть подвергнутым суждению за ваши действия, и также ваше решение действовать в этой ситуации именно таким образом, независимо от того, как там подумают о вас другие люди. То есть вы приняли такое решение. Страшный суд часто говорит еще и о повторении каких-то ситуаций в вашей жизни. То есть что-то снова повторяется, как и раньше. Но по карте звезда вы настроены на лучшее, вы смотрите в будущее. Вы по карте звезда с вдохновленностью такой, с энтузиазмом смотрите на перспективу будущего, которая перед вами открывается. Потому что звезда, она дает определенную надежду и цель. Вы знаете, к чему вы стремитесь, у вас есть цель, вы знаете, за что вы боретесь здесь. И, собственно, решение вы принимаете таким образом, чтобы достигать эту цель. И карта императора, карта, показывающая здесь, да, в принципе, карта Овна, может быть, что-то касающееся человека знака Овен, но если она показывает вас в этой ситуации, то вы готовы здесь занять позицию лидера авторитетного, то есть принимать решения в своей жизни, управлять своей жизнью, как-то структурировать те события в вашей жизни, которые происходят. Кстати, колесница, можете куда-то ехать, можете, разработав какой-то конкретный план действий, начать движение, реализуя этот план, да, чтобы приблизить себя к своей цели. Опять-таки, то есть вы стремитесь на достижение результата, вы сосредоточились на этом результате, и вы все усилия на это направили. Готовы преодолевать все препятствия, которые будут возникать у вас на пути, потому что вот вы сосредоточены на этой цели, и вас ничего не может остановить. Вот эта карта императора показывает стабильность и структуру, с которой вы подходите, собственно, к этому планированию, да, или решениям, которое вы будете здесь принимать. То есть вы понимаете, что только вы здесь принимаете решение, и ваша жизнь в ваших руках. Да? Давайте посмотрим еще карта семерка жезлов. Опять, по сути, как карта борьбы. Да? Необходимость бороться, необходимость решать какие-то сейчас дела. По семерке жезлов решать какие-то сложные задачи. Может быть, даже что-то физически делаете, какую-то работу по семерке жезлов. И карта правосудия под картой страшного суда. Можете решать какие-то вопросы бумажные. То есть какие-то договора, контракты, что-то подписывать, решать какие-то вопросы с паспортами, простите. То есть с какими-то вещами вот такими вот, которые требуют обращения в госучреждения. И по карте правосудия вы, скорее всего, добиваетесь справедливости, но вам приходится прикладывать определенные усилия здесь. Или вы добиваетесь для себя справедливого решения в отношении какого-то вопроса, да, если раньше люди с вами не соглашались, даже если это не касается юридических каких-то дел. Но если вы с кем-то находились в споре и что-то находилось в дисбалансе, то здесь вы благодаря своей настойчивости, работоспособности, может быть, мужественности такой
вперед и силе, вы способны здесь эту ситуацию выровнять и по 7 жезлов справиться с любой критикой, любым осуждением, которое на вашей здесь будет, да, на вас сыпаться, возможно. То есть вынести это все стойко и по правосудию добиться в чем-то справедливости, действительно справедливого решения для вас и прийти к балансу, к тому, чтобы на этой карте вот весы изображены, чтобы они выровняли свои чаши весов, чтобы выровнялись и были в равновесии, возможно, если это касается какой-то вот такой вот сложной конфликтной ситуации, в которой вы были. В целом очень много работы, очень много какой-то борьбы на этом продвижении вперед. Тут же Солнце под картой Звезда и вместе с картой правосудия, то есть прояснение опять-таки юридического какого-то вопроса и более ясное понимание, как двигаться к своей цели. То есть вы здесь хорошо можете спланировать долгосрочную перспективу и понимание, какие шаги вам дальше нужно предпринимать. И вместе с 6 жезлов вы мудрые решения принимаете, вы успешные решения принимаете и действуете успешно. Ведете себя как лидер, то есть как будто вы этот император здесь, соответственно, по 6 жезлов с императором, и проявляете лидерские качества и побеждаете в итоге, да, потому что то, во что вы вкладываете свою энергию, достижение цели, оно в конце концов приведет вас к этому результату, да, вы получите этот результат. Карта Туза мечей показывает, что вы готовы опять-таки решительно действовать, готовы, может быть, отсечь что-то ненужное, чтобы оно не мешало вам двигаться дальше, как будто бы отсечь какие-то путы, которые вас держат, и начать двигаться, соответственно, как цепи сбросить, двигаться, да, найти выход из какой-то ситуации и понять, как вам лучше поступать дальше, какие действия предпринимать. И опять-таки вы готовы быть очень решительными, потому что карта Туза мечей — это решительные действия, это смелость. И туз пентаклей — решительно действовать для обеспечения своей стабильности в будущем, может быть, материальной стабильности или получения там более высокой зарплаты, требуете повышения, допустим, да, по правосудию, и для этого много работаете. Старайтесь выделиться среди там толпы конкурентов на работе, среди своих там коллег. То есть вы здесь действуете очень смело, решительно. И опять-таки это тузы, это начало, которое приведет к успеху по 6 жезлов. 5 мечей. Победа любой ценой, да, желание победить любой ценой. По 5 мечей. Начиналось все с 5 жезлов, и здесь 5 мечей, то есть готовность действовать, нежелание проиграть. Вы ни в коем случае не хотите отступаться или показаться здесь лузером, таким проигравшим. То есть вы здесь стараетесь прикладывать усилия, и решение, которое вы принимаете здесь, оно ведет вас к успеху, и вы знаете, как поступить лучше, опять-таки, делая этот выбор. И 2 пентаклей показывает такой хаос, постоянные мелкие какие-то череду событий, да, мелких вещей, которые в вашей жизни происходят, повседневной. Вы как белка в колесе крутитесь, какие-то вопросы сейчас решаете, может быть, касаемо работы, поэтому здесь 2 пентаклей, то есть у вас прям вот, может быть, поездка, да, куда-то едете, решаете эти вопросы, но в любом случае вам здесь нужно много дел каких-то решить, со многим разобраться. Кстати, карта Королева жезлов — ваша карта, и, кстати, 6 мечей тоже перемены, и 6 мечей — колесница, и 2 пентаклей, может быть, поездка, и вы это все делаете в поездке, в каких-то перемещениях, либо что-то меняется в вашей жизни, поэтому 6 мечей. То есть благодаря вашей настойчивой работе, желанию решить какой-то конфликт, вы, проявляя эту энергию, свою очень яркую энергию, огненную, страсти, притягательности, целеустремленности, такой работоспособности, проявляя энергию этого огненного знака, вы можете здесь значительно поменять свою жизнь, соответственно, по этой 6 мечей. Может быть, кто-то огненного знака вас будет поддерживать и помогать вам на этом пути. Но в любом случае вам нужно здесь сохранять свою природную уверенность, смелость и продолжать держаться подальше от каких-то, может быть, проблем или проблемных мест или каких-то конфликтных ситуаций, стараться здесь себя от этого ограждать и стараться ограждать себя от какого-то хаоса, потому что у вас и так много забот. Вам некогда вмешиваться еще в чужие какие-то конфликты. В любом случае,
вы настроены на победу. Итак, дорогие мои львы, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю первую и вторую, да, это с 1 по 15 августа, 2 недели августа для вас мы завершаем этот расклад. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого.